Приветствую всех любителей Таро на моем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И сегодня по вашим просьбам буду делать обзор на колоду Summer Meadows Tarot. Потому что очень многим зашла, многие спрашивали в комментариях, что за инструмент, где приобрести и с чем его едят. Да? Ну, давайте разбираться. Итак, это не первая моя колода от Хэти Торн. У меня есть еще два ее инструмента, достойные колоды. Это новинка 2024 года. Сразу показываю вам, где вы можете приобрести, чтобы у вас не было вопросов, где я покупаю. И многие обижаются, что я не отвечаю на вопросы, где я приобретаю колоды. Ребят, на разных площадках. Я не могу точечно сидеть и каждому вам подбирать, где какую колоду я купила. Поэтому, когда вы задаете вопрос, где я покупаю, ключевое это в интернете. Кто ищет, тот всегда найдет. Я подписана на ряд всевозможных площадок, какие только есть, по Таро, потому что это часть моей работы. Ну и как следствие мониторю те новинки, которые там появляются. Поэтому какого-то хаба, где я закупаюсь, у меня нет. Все еще индивидуально. Итак, стандартная классическая колода по системе Райдера Уэйта, 78 арканов. Вот здесь еще ссылочка на инстаграм Хэти Торн, можете подписаться. Вот такой вот бокс. Ничего, скажем так, занимательного. Просто, говорю, транспортировочная коробка. Почему? Потому что, несмотря на то, что вроде бы и качественный картон, но все равно, если вы на ежедневной основе будете использовать данную колоду, конечно, у вас это со временем, вы сами понимаете, как бы вы аккуратно не пользовались, может прийти в негодность. Поэтому для кого-то или мешочки, или свои коробочки, кто как хранит. Давайте сразу приступим к делу. Шикарная рубашка, просто потрясающая. Я когда увидела эти маки, поняла, что мне нужны маки. И они вам, смотрю, тоже очень зашли. Поэтому, кто пропустил расклады на неделю, можете посмотреть. Там это все присутствует. И вы можете детально еще рассмотреть галерею колоды. По самой колоде. Нет вообще претензий ни к печати, ни к вырубке, все идеально, ничего не кошлатится, не осыпается, то есть это действительно хороший, достойный инструмент. Нет никакой ламинации по торцу, для кого-то плюс, для кого-то минус. Единственный минус может быть, что со временем так либо иначе все равно торцы затираются, и вам придется самим их как-то приводить в чувство, либо приобретать новый инструмент. Колода как лежит, так и буду показывать арканы, так как на текущий момент это мой рабочий инструмент, я ее использую на ежедневной основе. Сейчас хочу вам показать плотность карт. То есть действительно очень плотный картон. Что мне нравится, обожаю двухстороннюю матовую ламинацию, потому что если вы работаете на YouTube или в социальных сетях и делаете какой-либо контент, у вас как раз не будет бликов. Давайте теперь рассмотрим с вами эту летнюю колоду. Она у нас англоязычная, никакого путеводителя к ней дополнительно не идет. На самом деле, нужен ли он, решать, безусловно, вам. Потому что все равно у каждого из нас свое прочтение арканов. Кому нужно, купит книжку. Хорошо это или плохо, решать вам, но смотрите, это удешевляет всегда колоду. Соответственно, чтобы вам инструмент выходил дешевле, автор не нагружает свою колоду дополнительными какими-то бонусами или плюшками. Колода у нас англоязычная, вот идет подпись. Мне нравится, что она безрамочная, я фанат безрамочных колод. И вся она выполнена в летней стилистике. Если вы у нас новичок, может быть, какие-то арканы вам будут сложны для прочтения, но тем не менее каждая карта подписана. Если вы владеете, так сказать, базовыми знаниями по Таро, плюс у вас хорошо развита интуиция, то работать с ней вам не составит никакого труда. Поэтому показываю вам галерею, если кто-то что-то еще не увидел или не рассмотрел в недельных раскладах. Вот, кстати, в этой колоде одна из самых любимых карт. От нее прям веет такой энергетикой. Потрясающая. Как вы понимаете, колода создавалась при помощи искусственного интеллекта. Кому-то это заходит, кому-то нет. Здесь вы уже вольны выбирать сами. Всегда обращайте внимание на ту энергетику, которая исходит от инструмента, от колоды, с которой вы работаете. И, соответственно, решайте, нужен вам он или не нужен. Меня абсолютно не смущают колоды, созданные искусственным интеллектом. Они на самом деле есть очень такие добротные. Поэтому здесь каждый для себя выбирает сам. Мне эта колода очень понравилась. Тем более
для летних раскладов, если вы делаете какой-то контент, ну, как мне кажется, самое то. Причем, видите, в такой вот, не знаю, как называется эта техника, я не художник, если есть художники, пусть меня поправят, но вот эта техника мазками. Правильное художественное название исполнения этой техники мне неведомо, поэтому не обессудьте. Но вот в таком ключе, в такой подаче. Очень солнечная, очень яркая. Все, как видите, в желто-оранжево-красных оттенках. Но, тем не менее, основные образы читаются, и это важно. Кто вот привык плюс-минус к классике, ни шагу вправо, ни шагу влево, но здесь, скажем так, схожа система Райдера-Уэйта, поэтому вам будет легко работать, так как младшие арканы, вы понимаете, они прорисованы. Опять же, смотрите, какое красивое колесо фортуны. Потрясающе. Десятка пентаклей тоже очень красивая. То есть, я думаю, вы заметили, инструмент создан со вкусом. Так, по стоимости. По стоимости я приобретала ее по предзаказу. Это было что-то менее $60 плюс доставка. Доставка, конечно же, будет варьироваться от вашей страны, ну и, конечно же, от количества колод, которые вы заказываете. Не думайте, что если вы заказали там 2-3 колоды, доставка будет стоить столько же, потому что вес колод также влияет на стоимость. Поэтому зачастую вы можете у одного автора или в одном магазине заказать несколько инструментов, но при этом доставку придется оплатить за каждый. Что, конечно, не совсем удобно. Но если инструмент того стоит, можно и пожертвовать лишними деньгами. Несмотря на то, что это сам издат, как видите, еще раз покажу вам, Хэти Торн. То есть, видите, под своей эмблемой печатает, то есть она в какой-то местной типографии. Все равно это так либо иначе может быть коллекционным инструментом, потому что нетипичная прорисовка, нетипичная подача и колода, которая цепляет взгляд. Стоит ли брать ее в работу как рабочий инструмент? Однозначно да. То есть она прекрасно себя показывает и работает с ежедневными, повседневными задачами. Поэтому, когда меня спрашивают, хороша ли колода в каких-то бытовых моментах, это да. Это отлично работает. Если вам, конечно, не нравится, что во многих моментах отходит от классической прорисовки, то, безусловно, вам будет сложно с ней работать, взаимодействовать, и нужно будет искать что-то иное. Ну а так, подача прекрасна. Даже посмотрите, вот такие арканы, вот как 4 мечей, да, карта отдыха, здесь летний сон, или 8 чаш, все равно в них не читаются такие как грустные нотки, или нет столько горечи в этих арканах. И это по-своему добавляет данному инструменту плюс. Вот даже посмотрите на 10 мечей. Кажется, что человек просто спит. Поэтому, кто очень любит лайтовые колоды, вот знаете, так светлые-светлые, ни капли негатива, назовем так. Ну, это не значит, что от этого будет меняться значение аркана. Но в любом случае прорисовка, она так или иначе сменяет и смягчает контекст читаемого вами аркана. Вот только, наверное, 5 чаш. Здесь одна из самых таких мрачных карт. Карта мира очень нравится. Такая, знаете, как будто девочка с мячиком. По факту, да, держит планету в руках. Но очень такая интересная, своеобразная подача. Туз чаш. 8 мечей, конечно, несколько похожа на 2 мечей. Но это уже, знаете, такая позиция автора. По принципу «я художник, я так вижу». Данный инструмент будет хорош еще для вопросов коррекции на Таро, поскольку, повторюсь, здесь больше такой, знаете, как легкой солнечной энергии. Если собрались что-то себе корректировать, то рекомендую с ней поработать. Вам должно быть комфортно.
Рак. Башня. Всегда вам делаю обзоры с позиции просмотра визуального ряда, потому что нет смысла доносить, как это отыгрывается у меня, у вас вовсе. Так могут не читаться карты и не резонировать с вами. Здесь у вас, безусловно, будут свои наработки. Так. Паж жезлов. Двойка. Ну, чем-то схожа с тройкой по прорисовке, но здесь, где, конечно, новичкам необходимо будет опираться на название аркана. И итоговая карта девятка мечей. То есть даже посмотрите, девятка мечей, карта переживания и страха все равно подана в таком вот позитивном ключе, в позитивном контексте. Вот кратенький обзор. Берите себе на вооружение, кому интересно, так сказать, заказывайте, пользуйтесь во благо. Помимо всего прочего, я, конечно, не показала этого сразу, потому что колода у меня уже была в работе. Приходит она в картонном боксе. Хэти кладет очень много лаванды. Причем не, знаете, как... Не самих веточек, а вот как помолотая лаванда. Все это с запахом лаванды, наклеечки, пожелания от руки, красивые камушки в мешочке из органзы. Ну, то есть все это красиво, все это и с любовью. Ну, то есть для каждого будет индивидуальный подход. Поэтому, если вы такое любите, однозначно останетесь довольны. Буду ждать вашего мнения о данном инструменте. Пишите в комментариях. Также можете указывать, какие колоды вы хотели бы просмотреть. Может, у вас что-то есть на примете. Если они у меня есть в наличии, сделаю на них обзор. Если нет, то постараюсь приобрести и также вам презентовать, показать, что они из себя представляют. Я вас благодарю за то, что вы со мной. До новых встреч!